Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы продолжаем наши приключения в Перу. И сегодня мы отправимся в лагуну Умантай. Мы сейчас приехали в деревню Мояпата. Здесь мы будем завтракать в одном деревенском домике интересном. Смотрите, что у нас есть на завтрак. Различные фрукты, арбуз, дыня, папайя, ветчина, сыр, помидоры. Можно взять себе также воздушный рис и добавить в него йогурт, хлеб, масло, джем, оливки, свежевыжатый сок. Также там я вижу еще какой-то пирог, похожий больше, наверное, на панкейки. Да, это панкейки. Также у нас есть омлет, называют его часто здесь тортилья, с сосисками. Ну и, конечно же, кофе с молоком. Ну и пока мы завтракаем, скажу пару слов о том, как мы сюда уже добирались. То есть наша экскурсия началась где-то без 15:05, за нами заехали. Пока мы еще забрали пару человек, мы выехали где-то в 5:15. И около 7:30, вот сейчас, мы приехали на завтрак. Мы сейчас на высоте примерно 3800 где-то, я предполагаю. Вот, сейчас мы поедем еще выше, а потом уже будем добираться до лагуны. В ресторане, где мы завтракаем, растут различные деревья с плодами. Вот это, например, гренадье. Здесь у нас персик. Он совсем не похож на наш российский, я бы сказала. Какой-то более маленький, что ли. Сейчас зашли в дом владельца ресторана. У него здесь так красиво, уютно. Картины, скатерти интересные. И, конечно же, камин. Передвигаемся мы на таком мини-басе. У нас группа порядка 8 человек, плюс водитель и гид. Проехали мы еще, наверное, минут 40-45 по горному серпантину. Доехали до местечка, которое называется Сарай-Пампа. И уже отсюда мы будем идти пешком порядка 3 километров. Где-то час 30. Еще, кстати, не упомянул о том, что мы сегодня с Томочкой одеты в пончо. Том, я вот рассказываю нашим зрителям, что мы сегодня с тобой такие в пончо, да, одеты. Я правда думала сейчас его снять, потому что рюкзак неудобно в пончо нести. Томочка вот в пончо, который вчера приобрела, а я в пончо, который еще был куплен в Колумбии. И, кстати, очень удобно его использовать помимо как элемент одежды и для фотографий, и, в принципе, для тепла. Еще также удобно в мини-басе использовать как одеяло. Когда едешь с утра, особенно холодно, вот, то есть можно укрываться. Ну а сейчас мы, наверное, снимем пончо, чтобы было легче идти, и возьмем его с собой, чтобы просто в нем красивые фотографии потом сделать. Сейчас наш гид нам рассказывает, где мы находимся, об этом месте. Высота 3900 метров. Плюс какое-то интересное средство брызгает на руки, которым мы обтираемся. Ну-ка, сейчас попробуем. Пипира пума. Пипира пума. О, smell strong. Yeah. Пахнет как тройной одеколон. Ну, должно, по идее, бодрить. Ну да, кстати, сейчас вот уже запах более интересный такой, знаете, как какое-то масло или трава. У него там аквафлорида, что в переводе с испанского цветочная вода. Угу. Цветами пахнет. Ну, просто как будто правда, сначала да. спирт такой Да, был. вначале не очень, а сейчас хорошо, прям приятно. Сейчас приятно. Bien! Теперь у нас групповая фотография. Фотографируем нашу группу, запоминаем ее такой, какая она была до трекинга, до подъема. Желающие также взяли еще скандинавские палки. Вернее, палку по одной раздали. Мы решили не брать. Во-первых, до этого мы никогда не пользовались. И думаем, что таскать ее с собой будет не очень удобно вместе с камерой. В общем, поэтому решили скандинавские палки не брать. Возможно, об этом мы пожалеем.
Ну что, друзья, вот такая табличка говорит о том, что мы на высоте 3832 метра. А сейчас мы будем подниматься на высоту 4200. Именно там находится лагуна. Здесь есть карта, на которой также обозначено, где мы находимся. Сейчас мы вот в этом районе, как я вам говорил, Сарай-Пампа. И будем подниматься до лагуны. Лагуна Умантай. Высота 4250. А также есть более высокая точка 4650. Это Салкантай, но туда путь... Туда трек идет 4, но туда поднимаются в районе 4 дней. Правда, еще такая одна особенность. На Салкантай во время подъема, который длится 4 дня, на 4-й день вы приходите, можете видеть Мачу-Пикчу, да? Там можно пересечь и попасть в Мачу-Пикчу. И сейчас мы с туристами из Бразилии общаемся, я иногда их понимаю на португальском, и они говорят: о, надо было так нам идти, а нет, типа не на поезде. Ну, мы, в принципе, наверное, не расстроены, что выбрали данный маршрут. 4 дня все-таки Многовато для трекинга. многовато, да. Пока что для нас это многовато. Проходим живописные горы, с которых стекают ручьи. Насколько я знаю, именно вот эти вот ручьи, они потом впадают в лагуну со всех сторон. Причем эти ручьи, они по всему периметру. То есть с одной стороны горы, с другой стороны горы, и везде ручьи. Виды, конечно, шикарные. С одной стороны ручьи бегут с гор, с другой стороны луга, на которых пасутся лошади. Вдали, впереди видим огромные высокие горы, сверху снег. То есть виды, конечно, потрясающие. Пока погода нас радует. Надеемся, что когда мы поднимемся и будет вид на лагуну, что туман рассеется немножко, потому что он сейчас, конечно же, есть наверху. В идеале, конечно, если еще и солнышко выйдет, и лагуна будет красивого цвета, потому что ее уникальность именно в том, что она такая, знаете, бирюзовая, но это когда солнышко. Когда нет солнышка, конечно, она не такая красивая. Но не будем всё равно загадывать, интересно, да. все скоро сами увидим. Ну что, пологий маршрут где-то через метров 500 закончился. Теперь, как нам сказал гид, будет все время подъем наверх. Но пока он не очень крутой, пока такой, пока терпимо. Плюс, опять же таки, красивые виды. Бегут ручьи, пасутся коровки, курочки. Смотрите, какая красота. Огромные зеленые луга, лошади пасутся. И вот здесь можно наблюдать, куда нам дальше идти, куда подниматься. Вот видите, по этой тропке все идут. Очень много туристов. И все поднимаются наверх, чтобы увидеть лагуну. Наверх можно добраться на лошади. Кто-то даже так и делает, но это стоит. 80 солей. Также наш гид предлагает тем, кто устал, у кого начинается небольшая такая горная болезнь, пожевать листья коки, да. Обычно мы их завариваем в чай. Любим пить чай из листьев коки, добавлять туда мяту. Получается действительно очень вкусно. Вот так выглядит кока. Начался крутой подъем наверх. Вот мы сейчас дожидаемся нашу группу, чтобы все вместе потом идти. Ола. Como está? Muy cansada. Exhausta. Ну вот, если вы пока испанский не знаете, то Они сказали, что вы очень устали. да, на вопрос Тома, как у вас дела. Ну а все больше и больше людей поднимается наверх на такси, как здесь это называют, на лошадях. Поэтому надо идти еще очень осторожно, потому что у этого такси такие, знаете, коричневые выхлопные газы. Да, оставляет после себя след данное такси. Идет небольшой дождь, и еще потихоньку окутывает туманом. Видите, и здесь туман, и здесь туман. Поэтому все меньше и меньше шансов увидеть лагуну в ее бирюзовом цвете. Но ничего страшного. Главное побывать вообще в этом местечке, посмотреть, как она выглядит. Ждут других участников. Модный пес здесь гуляет. Видимо, уже возвращается с лагуны. Остаток нашего пути состоит из многочисленных камней. Еще минута, и мы будем на месте.
наконец-то мы это сделали. Дошли до лагуны. Даже не так туманно сейчас, как мы предполагали, потому что когда мы были на вершине, было очень туманно. А сейчас тумана здесь нет, лагуна такого бирюзово-зеленого цвета. Красота. Идем ниже. Ура! Мы это сделали! Непростой был путь, но ради этой красоты оно того стоит. Берем листочки коки и сейчас будем исполнять местный ритуал. Apu. Apu. Salcantay. Gracias, Apu Ausangate. Gracias ao Sangate Por permitirnos por permitirnos llegar hasta aquí. llegar hasta aquí. Por favor, Por favor, bríndanos bríndanos sus energías sus energías para continuar con nuestro viaje. para continuar este viaje. ¿Estamos, chicos? Muy bien, chicos. Esto es la energía de los apus. Lo guardamos en nuestro bolsillo o en nuestra mochila, ¿ok? Esta es la buena energía, chicos. Muy bien, chicos. Acá Теперь нужно сохранить эти листики, убрать их либо в карман, либо you can leave еще in your куда-то. pocket or your... It's the energy about the mountains. Okay? И здесь будет энергия этих гор. Thank you so much, guys. Pleasure for Thank you. you. Начался дождь. Мы спустились к лагуне, чтобы сделать фотографии. Очень надеемся, что туман сюда не придет и дождь уйдет, но пока верится слабо. Насколько я знаю, глубина этой лагуны 4 метра. Вот можно наблюдать, как в эту лагуну стекают со всех сторон с гор ручьи с водой, наполняя лагуну. Цвет, конечно, безумный, безумно красивый. Здесь более светлый, дальше более бирюзовый. Гора, которая теперь виднеется из облаков, называется Умантай, так же, как и эта лагуна. Название не просто так придумано, а оно обозначает «белая голова». Ну, то есть, видите, там снег, поэтому все логично. А еще такое озеро бирюзовое, потому что там содержатся минералы и необычные водоросли. Все больше и больше тумана, но мы уже уходим, прощаемся мысленно с этой красивой лагуной. Это было интересное приключение. Сейчас мы спускаемся вниз. Если поднимались мы неспешным темпом около 2 часов нашей группы, около часа мы пробыли наверху, разглядывая красоты лагуны, то сейчас мы спускаемся. И сейчас уже накрапывает опять дождь, очень много тумана, все в тумане практически. Ну, я, конечно, расстроен еще тем фактом, что не удалось возле лагуны полетать на дроне. Представляете, как только запустил, сразу же какой-то охранник начал свистеть и запретил нам съемочку. Даже нашему гиду не удалось его Образумить. Да, образумить. Да, мы попытались потом его позже запустить, отойдя чуть подальше, но уже все в тумане. Все в тумане, уже нет смысла. Поэтому в любом случае на лагуну приезжайте до 12 часов, потому что после 12 сейчас погода просто испортилась очень сильно. Но и это как бы не только наш опыт, до этого мы слышали, как другие путешественники тоже сюда приходили, и им не везло. Хотя может не повезти, как и в утренние часы. Ну, то есть здесь с погодой сложно угадать. Но в любом случае лучше приезжать пораньше. Если вы едете так же не в сезон, как и мы. То есть февраль-март здесь постоянно дожди, в остальное время здесь получше. Так, друзья, подъехал контент. Пока мы шли, дождь пошел еще сильнее. Поэтому мы все запрыгнули в грузовик. Поэтому так это все выглядит. Кто-то сидит, кто-то стоит. No lo he visto todavía. Pero más adelante. Ну вот, одного человечка мы потеряли. Как в час пик маршрутки трясет. Но Да. людей поменьше, да, здесь достаточно свободно. Да, просто... Вау. Ай! Это, знаешь, это как на дюнах мы катались на этих, как это называется. Ай, забыла! На баги, да. Это такое местное баги. Ну что, доехали?
еще одно небольшое приключение. Поэтому, господа, если отправляетесь на эту экскурсию, берите обязательно дождевик, либо уточняйте у компании, с которой вы едете, если у них дождевики. Что-то мы как-то не уточнили, но уже... На самом деле я читала информацию, что нужны дождевики, но я как-то намеренно их не взяла. Думала, ну окей. Таскать, да, типа еще? Таскать, там типа шапки есть, как бы лишнее такое. Да, ну в общем, смотрите сами. Но дождевики лучше берите. А также лучше, кстати, берите в начале пути. Вот я пожалел, что не взял палку скандинавскую. Все-таки достаточно комфортно, удобно с ней передвигаться. Теперь, по всей видимости, мы едем на обед. Не знаю уж далеко ли, где он будет ли обед, но вроде как должен быть обед. Поэтому его мы вам тоже покажем. Опять мы приехали в то же самое место, где мы завтракали. Сюда же мы приехали на обед. По-прежнему идет дождь. Ужас. Итак, что у нас сегодня есть? Цветная капуста, салатик, морковка, огурчики, помидорчики. Так, праздник живота продолжается. Принесли суп. Все очень рады, потому что очень холодно сейчас на улице. Здесь еще салатик есть такой. Макароны, сосиски. Да, из макароны. Макароны, сосиски какие-то еще. В общем, макароны с макаронами сегодня. А здесь, кстати, еще мясо макаронов. Да, я проголодалась. Обед, кстати, получился, ну, реально сытный и много различных блюд. Есть большой выбор. Все, друзья, закончился наш ланч. Сейчас мы возвращаемся обратно в Куско. Кстати, мы даже вам не говорили, что мы выезжали именно с города Куско. Но это с этого места, в принципе, все на эту экскурсию и выезжаем. Да, организация этого тура просто превосходная, очень пунктуальные. Мне все понравилось сегодня. Гид был великолепный, Да. маршрут, все продумано очень. Очень повезло нам, потому что до этого мы общались тоже с одним знакомым из России. Он тоже ездил в этот тур, и он говорит, что с гидом ему не очень повезло. Поэтому обращайтесь только в проверенные компании. Мы обращались к Анту Пирутур. Оставим на них, как всегда, в описании контакты, поэтому если будете здесь, пользуйтесь их услугами. Наша экскурсия стоила $40 с человека, поэтому... Да, но она абсолютно того стоит, потому что и завтрак у нас был, и обед был, вы видели, очень плотный, поэтому... Кстати, насчет обеда, друзья, сейчас возвращаемся в Куско и идем куда? Ну, как куда? Немножко отдохнем и на ужин, конечно же, покажемся. Погода так и не наладилась, идет сильный дождь, поэтому мы с Кириллом выбрали себе ресторанчик, который находится совершенно недалеко от отеля, буквально, знаете, в одной минуте. Называется Puerta del Tate, и его фишка в том, что, во-первых, здесь каждый день меняется меню, а во-вторых, здесь готовят из продуктов, которые покупают у фермеров. Ну и по традиции мы заказали себе коктейльчики, писко сауэр, но я решила это взять не из маракуйи, а решила взять с мятой, а у Кирилла кока. Ну все, будем здоровы. Кладем на обжаренный бутербродик, томаты, оливка, а также у нас здесь сыр рикотта. Вот такая интересная закуска. Этот сыр еще в масле, в оливковом, видимо. Получается вот такой шикарный бутерброд. Ну что, пробуем? Как любит говорить Тамара, когда нас спрашивают, как вам блюдо, muy delicioso. Está delicioso. Или está muy delicioso. Да. Ну, правда, интересно, вкусно. Обжаренные томаты, сыр, рикотта. Очень нежно. Первое, что мы сделали, когда пришли в кафе, это заказали себе суп. Суп-пюре из моркови. Нежный сливочный вкус, потому что здесь не только морковь, но еще и сыр. Очень вкусно. Друзья, у нас салат здесь киноа. Вот видите вот это? Это называется киноа. Здесь также есть лист киноа, кстати, вот так выглядит. Авокадо. Обжаренный, да. Томаты, виноград, специальный соус. Все это дело полито. Чесночный. Ну, давайте попробуем, что ли. Просто
Давайте возьмем немножечко этого салатика. Еще все очень сильно сдобрено лаймом. То есть такой кислый получается вкус. Ну, вообще вкус киноа, я не знаю, с чем это сравнить. Это какая-то как крупа, что ли? Мы не так давно ее попробовали. Считается вроде бы, что это какая-то экологичная крупа, и очень многие, кто веганы, вегетарианцы, очень любят эту крупу, Да. ее здесь используют. Здесь есть авокадо. Авокадо всегда прекрасен в Южной Америке. То есть это салатик для тех, кто хочет понять для себя, нравится ему кино или нет. Ну, это любопытно. В Перу очень популярны эти блюда. Что-то такое, немножко на гречку похоже, немножко на какую-то крупу другую, там что-то вот. Интересно, интересно. То есть это холодная закуска, салат с различными фруктами. И это относится к фьюжн кухне. Друзья, с альпакой можно не только дружить, а еще ее можно кушать. Для Перу альпака является традиционным блюдом, и мы решили тоже его попробовать. Недавно, в одном из прошлых выпусков мы уже пробовали небольшой кусочек, но решили попробовать его еще раз. Ну, чтобы не затягивать, давайте еще расскажу вам, что здесь есть. Здесь есть маленькая кукуруза, маленькая морковка, томаты обжаренные, соус не острый, такой томатный на основе перца. Ну и вот такое вот зеленое пюре. Из чего оно сделано, Оно коллега? сделано из кукурузы, из зеленой кукурузы. Также у нас еще здесь есть вот эта вот крупная кукуруза, вот такая молочная и белая. Да, так, два вида. Но главное, конечно, это мясо альпаки. Приготовлено оно как медиум, то есть здесь такая розовая прожилка идет. Вы можете выбрать сами степень прожарки. И всегда спрашивают, интересуются. Данное мясо еще приготовлено с большим количеством специй. Прям здесь очень-очень много различных специй. Сложно сказать, конечно, каких. Ну, такие два небольших кусочка решили взять, попробовать каждый по одному. Ну, давайте вот это вот пюре зеленое также попробуем. Ну, на вкус как обычное пюре. Вот. Ну, такая вот маленькая морковка. Морковка вкусная, русская, я верю, что вкусная. Ну, а мясо похоже на говядину, наверное, скорее. Теперь говядина, да? В прошлый раз ты говорил, что на свинину больше похоже. Серьезно? Да, в прошлом выпуске можешь пересмотреть. А я сказала, что это больше похоже на страуса. Но В прошлом месте оно было приготовлено абсолютно по-другому, кстати. Оно было такое, знаете, больше well done, скажем так. Сейчас оно такое больше medium. Когда оно well done, возможно, больше похоже на свинину. Ну а сейчас... Ну, смотрите, как красиво. ни один ужин не обходит у нас без десерта. Не, ну бывало, что обходится. Бывало, хорошо. Вот просто докупали что-то вкусное. На этот раз у нас крем-брюле с клубникой, запеченной грушей. Нам все это полили еще горячим молоком. Ну, как вы поняли, груша. Yeah, it's similar with like chicken, like pollo, no? No. It's a vegetarian. Is it similar to the? Груша просто нежнейшая, великолепная, запеченная, потрясающе. Вот груша мне очень нравится. Whatever you recommend, they both sound Великолепно. Здесь еще клубника, клубничное такое пюре. Вот это вот клубничное пюре. Великолепная сладуся. Вот это не кунжут, конечно, но что-то похожее. на него. Кунжут, он сам сказал, что это кунжут, Кирилл. Ну, ты же видишь, да? Что это не кунжут? Вот. Ну, это мелкий кунжут. Ну, В общем, что-то... специальный какой-то кунжут. Да. Садимся на этом. we went to Machu Picchu. We saw that. Пока мы слышим, как за соседним столиком ребята рассказывают, то, что они сегодня видели Мачу-Пикчу, И альпака там видели. который нам предстоит еще увидеть через пару дней. Я пробую весьма любопытный десерт. А что здесь у нас, ты говорил? Крем-брюле с кунжутом. Ну да, ну крем-брюле На манку необычный. похож. Да, да. Необычный крем-брюле. Я сказала, он такой более органический, как будто бы. Интересное такое пюре. Вкусное пюре. Не знаю, может бисквитное даже. Ну, то есть такое прям нежнятинка с молоком. В Южной Америке очень сложно встретить чай. У них больше, знаете, дают как ароматика. И вот нам
подали ароматику, необычная подача в бутылочках. С мятой. Да, мунья они ее называют здесь. После трекинга самое то. Это просто настоящая семята, действительно. Ароматно, вкусно. Прошел еще один наш интересный день в городе Куско, который разбивает наше сердечко. Мы влюбляемся в этот город и его окрестности все больше и больше. Ну а впереди нас ждут новые приключения. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. И как обычно, до новых встреч, ребята. Пока-пока!